Сенсация в Германии. Дюссельдорфский пациент вылечен от ВИЧ и рака. Для 53-летнего пациента свершилось двойное чудо. Врачам удалось одновременно вылечить его от ВИЧ-инфекции и опасного для жизни лейкоза. Как сообщила команда под руководством дюссельдорфских врачей Бёрна Йенсена и Гвидо Коббе в научном журнале Nature Medicine, им удалось избавить мужчину от вируса и от рака с помощью пересаженных стволовых клеток. Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Мужчина, которому сейчас 53 года, в 2008 году узнал, что заразился ВИЧ. Если инфекцию не лечить, она постепенно поражает Т-клетки организма, которые имеют центральную роль в защите от вирусных заболеваний. После нескольких лет инкубации может развиться СПИД, болезнь, которая в прошлом часто приводила к летальному исходу. Однако размножение вируса в организме пациентов можно постоянно сдерживать с помощью лекарств, поэтому больные обычно имеют нормальную продолжительность жизни. Все бы казалось ничего, но в 2011 году пациент из Дюссельдорфа заболел миелоидной лейкемией, опасным для жизни раком крови. Донорские клетки устойчивы к ВИЧ. С самого начала целью было лечение рака и ВИЧ-инфекции, говорит профессор Гвидо Коббе, который в 2013 году спланировал и провел трансплантацию стволовых клеток. У пациента удалили ткань, пораженную раком, а затем имплантировали ему стволовые клетки от совместимого донора. Эта ткань стволовых клеток является, так скажем, местом производства новых иммунных клеток, в том числе Т-клеток. Третья ВИЧ-инфекция вылечена. В 2019 году, через 6 лет после трансплантации, пациент смог прекратить прием всех противовирусных препаратов. Исследователи регулярно искали признаки возобновления распространения вируса ХИ, но не смогли их обнаружить. Таким образом, дюссельдорфский пациент стал лишь третьим человеком в мире после лондонского и берлинского, излечившимся от ВИЧ с помощью ткани трансплантации. Бёрн Йенсен, первый автор нового исследования, теперь надеется использовать полученные результаты для лечения других пациентов с ВИЧ. Лишь один из 100 доноров. Несколько медицинских экспертов, не участвующих в исследовании, высоко оценили работу, но одновременно указали на то, сколь сложно найти подходящих доноров стволовых клеток, мутация которого важна для ВИЧ, встречается примерно у одного из 100 подходящих доноров, считает Борис Фехзе, руководитель отдела исследований клеточной и генной терапии Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф. И это относится только к европейцам или людям европейского происхождения. Во многих других этнических группах эта мутация вообще не встречается. Потенциально смертельные побочные эффекты. Но даже если подходящие доноры найдены, риск опасных последствий очень высок. Чтобы реципиенты не отторгали новые стволовые клетки, им приходится длительное время подавлять свою иммунную систему с помощью лекарств. В это время могут быть очень опасные возбудители обычной простуды. И наоборот, донорские стволовые клетки и созданные на их основе иммунные клетки могут взбунтоваться против организма реципиента. В совокупности это приводит к значительному риску тяжелых, иногда смертельных побочных эффектов для пациента, отмечает Борис Фехзе. Этот риск приемлем на фоне неизбежного смертельного рака крови, но не в контексте заболевания, которое, как и ВИЧ-инфекция, сегодня подлежит контролю и ассоциируется с практически нормальной продолжительностью жизни в Германии. Ну и на этом все. Вот такая была сегодня новость. Кто рад за этого пациента, обязательно поставьте лайк под этим роликом, напишите какой-то положительный комментарий. Но я вам всем желаю хорошего настроения и всем пока.